Итак, ты решил изучить Blender и взялся смоделировать свою первую модельку. Нашел понравившийся гайд на ютубе и все идеально повторил. Даже результат тебя устроил. Но как только ты решил сделать все самостоятельно, получил скучный и посредственный рендер. Да, это очень дезморалит, когда вы часами сидите и уже выжаты как лимон, а результат вообще не оправдал ваших усилий. И я вам сейчас не буду говорить о том, что не стоит в тупую повторять гайды на ютубе, просто потому что я и сам через это проходил и понимаю, что в моменте все бесит. Но открою вам секрет. В конце концов, вам в голову придет одна мысль. Кажется, блендера будет мало. Несмотря на его широкий инструментарий и множество функций, он не может заменить собой все специализированные программы. Поэтому предлагаю вам сегодня рассмотреть одну из самых популярных связок программ, с помощью которых вы сможете делать свои работы круче, а главное быстрее и приятнее. Так что по итогу вы сможете сделать вот такой вот телефонный аппарат. Ну что ж, давайте приступать. Начнем с уже знакомого вам блендера. Посмотрите на эти две модельки. Какая вам кажется лучше? Если вы выбрали правую, то вы угадали. А все дело в том, что тут есть детали и в том, как они сделаны. Есть множество техник того, как мы можем создавать модельки, но я пользуюсь следующим методом. Мы берем примитив, накидываем на него модификатор Bevel, затем добавляем другие примитивы и вырезаем им части меша. Параллельно с этим пользуемся стандартными методами моделирования и по итогу получаем интересные формы быстро и легко. Так что сейчас по-быстрому расскажу, как этим методом пользоваться и заодно покажу полезные ходки и фишки, а потом уже перейдем к остальным программам. Для начала нам нужно добавить референсы, с которых мы будем все моделировать. Обычно их использую два, один с видом спереди, другой с видом сбоку, но я обойдусь лишь видом спереди. Проще всего начинать моделирование с расстановки примитивов. Начнем с основной части. Размеры я подгоняю следующим образом. Тяну за нужную мне стрелочку гизма. Далее меняю размер с зажатием клавиши S. Такой метод быстр, но имеет один существенный нюанс. Чтобы мы могли применять модификатор, нам необходимо зажимать Ctrl плюс A и применять изменение размера. Иначе модификаторы будут применяться криво. Далее захожу в Edit Mode через Tab и подразделяю примитив ребрами с зажатием клавиши Ctrl плюс R. Далее выделяю плоскости, которые хочу превратить в отдельные объекты, и жму клавишу P, выбрав Separate. Чтобы спрятать объект из виду, зажимаю H. Далее нам нужно восстановить недостающие плоскости. Для этого выбираю противоположные ребра и жму F. Чтобы заполнить плоскости, достаточно всего два ребра выбрать. Кнопки делаю через модификатор Array. Заранее накидываю на примитивы модификатор Bevel. Так проще отслеживать, правильно ли мы добавляем детализацию. Об этом через пару мгновений. Начал делать детализацию экранчика. Также подразделил его. С помощью клавиши I добавил внутреннюю рамку. Сделал сверху округленную форму сочетанием клавиши Ctrl плюс P. И на моменте экструдирования самого экранчика заметил, что модификатор Bevel перестал работать. Для этого он нам и нужен был. Для удобства включаем Cavity. Эта функция помогает лучше видеть вне Edit мода, как ведут себя ребра. Итак, давайте разбираться. Модификатор Bevel, по сути дела, добавляет ребра на грани, точно так же, как мы делали бы это сами вручную. И если у нас не остается места под грань, или она не может быть создана, модификатор работать не будет. В нашем случае проблема была в округлении верхней части. Сетка после ее разрезания не оставила пространства для модификатора. И решить это просто. Данную точку нужно пододвинуть вверх по плоскости. Тогда у Bevel останется место для маневра. Еще одним проблемным местом стали вот эти углы. Уж слишком поломанно они выглядели. И я их поправил все так же через Ctrl-P. С помощью все той же комбинации клавиш сделал закругление для кнопки. Выделил через Alt ребра по кругу и закруглил их. Далее клавиши. Чтобы добавить выемки под пальцы, мы можем выделить грань, правой кнопкой мыши нажать и выбрать Subdivide. Проделаем это n-ное количество раз и выделим центральную точку. Затем сверху нажмем на вот эту иконочку. Это даст нам доступ к инструменту, позволяющему нам передвигать что-либо в обозначенном радиусе. Выбираем его, колесиком мыши меняем радиус и двигаем центральную точку слегка вглубь кнопки. Но этого недостаточно, поскольку после применения Shade Smooth мы видим артефакты на гранях. Для этого достаточно добавить ребра жесткости на оставшиеся фейсы. Можете их один раз подразделить через тот же Subdivide, как мы это делали ранее, и будет вам счастье. Теперь пришло время добавить детализацию на основной корпус. Добавляем примитив, располагаем его там, где нам нужно. Я ставлю его в то место, где должно быть углубление под сам телефон. Затем выделяем его, а потом корпус через Shift. Жмем Ctrl и минус на нампаде. Таким образом мы вырезаем части меша.
И, конечно же, не забываем перетащить bevel в самый низ списка модификаторов, иначе грани будут резкими. Таким же образом я сделал выемку под карту или null, не знаю. Я не разбираюсь. Затем заметил, что забыл добавить рычажок, делал его из цилиндра. Чтобы сделать сам рычаг, просто выделил центральные боковые грани и вытянул их. Если вы хотите избавиться от этого перехода, можете воспользоваться следующим лайфхаком. Выделяете грани, жмете S, а затем выбираете ось, по которой хотите выровняться. X, Y и Z соответственно. Мы их все так же жмем как горячую клавишу и затем указываем значение 0. Таким образом, выделения грани будут выровнены по нужной вам оси. Но я этого не сделал. Решил выделить отверстие для нала рамкой. Использовал все тот же прием с boolean, но на сам примитив накинул модификатор solidify. Таким образом, вырезал лишь контур, а не весь куб. Далее приступил к нижней части. Захотел сделать круглый вырез посередине дверцы. Но вот незадача. Переместить примитив в центр вручную будет проблематично. Поэтому я сделал следующее. Выделил дверцу, нажал Shift плюс S, открылось круговое меню. Тут выбрал курсор to selected. Затем выбрал сам примитив, в моем случае это цилиндр, который нужно переместить. И выбрал Selection to Cursor. Все через ту же Shift плюс S. И вуаля, цилиндр перемещен идеально в центр. Теперь пришло время для самого сложного для меня предмета, непосредственно телефон. Я потратил попыток так 10, чтобы сделать его нормально, и как по мне нашел вполне неплохой вариант. Значит, берем UV-сферу, сегментов делаем ей 16×8, поворачиваем на 90 градусов и удаляем половину. Подгоняем под размер референса. Затем удаляем данные фейсы, выделяем нижние и тянем их строго вниз. Грани выравниваем, как я вам уже говорил ранее. Добавляем Face через нажатие F. И тут важно сделать следующую сетку. Жмем K, чтобы использовать модификатор нож, и начинаем нарезать, как вы видите на экране. Сетка должна быть похожа чем-то на ракушку жемчужины. Важно, чтобы все точки круга были соединены, поэтому, когда вам будет не хватать точек, можете их добавлять через Ctrl плюс R. Далее нужно накинуть модификатор Array, чтобы не моделировать лишнего, но для этого нам нужно поменять базовую точку меша. Ну, то есть ту точку, на которой у нас растут стрелочки. Иначе отразить телефон правильно будет невозможно. Ну, благо исправить это просто. Все так же выделяем плоскости, в данном случае нижние. Жмем Shift плюс S, выбираем курсор to selected. Затем правой кнопкой мыши выбираем Set Origin to 3D Cursor. Затем я сделал держатель для телефона, ну тут для вас ничего нового нет, все те же методы и те же горячие клавиши. Теперь делаем провод. Если у вас не установлены встроенные аддоны Extra Object и Extra Curve, то советую их поставить, потому что иначе вы не сможете выбрать уже готовую спираль, которую выбрал я. Тут я ее подогнал под размеры телефона, чтобы пропорции подошли. Затем справа во вкладке кривой, а далее Geometry, настроил толщину провода. Теперь, чтобы провод красиво гнулся, добавляю кривую по типу PEF. На сам провод накидываю модификатор кривая. Таргетом будет наша кривая по типу PEF. Чувствую себя как-то женщина из мема. Кстати, о деталях. Забыл упомянуть, что я вместе с Андреем с канала Андрей Барш запустили в Телеграме конкурс, суть которого сделать как раз таки модельку телефонного аппарата. И я вам предлагаю присоединиться. Вы можете делать ее в абсолютно любом сеттинге, стиле и форме подачи. Ну и чтобы придать вам мотивации, скажу, что победитель конкурса получит бесплатно курс Super Blender от Videosmile. Тут вам и индивидуальное менторство с обратной связью, и готовые проекты в портфолио, а также сертификат о прохождении и бессрочный доступ к курсу. В общем, приз достойный ваших усилий. Подробнее с ним вы можете познакомиться по ссылке в описании, так что если хотите себя попробовать в этом деле и попрактиковаться, то милости прошу в мой телеграм-канал, там будет вся подробная информация по поводу конкурса. Отлично, теперь можем приступать к стенкам. Все так же кидаем bevel, режем на сегменты, где нужно, и скругляем вручную.
Чтобы добавить вот такие отверстия, нужно либо много цилиндров, и добавлять их вручную я не собираюсь. Поэтому, как вариант, можете добавить референс, сделать контур телефона и просто вырезать знакомым вам способом через boolean. Но лично я считерил и использовал ноды геометрии. Кстати, если вам нужен еще один ролик по нодам геометрии, можете написать об этом в комментариях. Я подберу для вас какие-нибудь интересные практические связки нод, скажем так. Стойку для аппарата я сделал буквально из 2 квадратов, так что рассказывать тут у меня особо ничего. Просто потому что это самый простой объект в этой сцене. Ремеш и UV развертка. Для того, чтобы мы могли закинуть нашу модельку в Substance Painter, нам необходимо убедиться в 3 вещах. Первое, правильно ли у нас развернуты наши объекты. Что это значит? Ну вот смотрите, жмем на вот эту вот стрелочку и выбираем тут Face Orientation. У нас не должно быть красных объектов. Если объекты красные, это значит, что его как бы вывернуло наизнанку. Обычно это происходит, когда мы неправильно моделируем. У меня таких объектов всего один. Чтобы вывернуть объект нормально, достаточно зайти в Edit Mode, выделить все красные участки, нажатием клавиши A, если у вас весь объект вывернут неправильно, и нажать Alt плюс N и выбрать Flip. Таким образом, ваша моделька посинеет. Следующее, что нам нужно сделать, это сделать копию нашего меша и применить на нем все модификаторы. Ну, потому что модификаторы блендера не работают в других программах, что логично. После применения будут вот такие вот страшные сетки на объектах, поэтому нам нужно настроить сетку. Сейчас я вам об этом рассказывать не буду, потому что это долго, скучно, и вообще можно воспользоваться аддоном QuadriMesher, и это упростит вам работу в разы. И третье, что нам нужно сделать, это UV развертка. Опять же, есть аддоны, которые вам это дело упростят, например, UV Packer или Auto UV, но мы в пару кликов можем сделать это внутри блендера. Значит, заходим в Edit Mode, выделяем все через A и жмем U, выбираем Smart UV Project. В целом, это можно закинуть в Substance Painter и все будет окей, но такая развертка считается не очень хорошей, потому что тут есть пустые участки. Это, если что, называется Texel Density. Умные слова называю вам тут сейчас. Но в целом, если вы сделали все предыдущие этапы, можете экспортировать модельку и заходить в Substance Painter. Но, прежде чем я зайду в Substance Painter, мне нужно подготовить следующие вещи, а именно всякие теги, граффити и стикеры, поскольку моя задумка заключается в том, чтобы отобразить максимальную грязную, зашоренную телефонную будку, которая повидала года. И что самое главное, я не буду накидывать никакие базовые текстуры, затем, чтобы показать, насколько много для внешнего вида этой будки сделали сами ее пользователи. То есть задача отобразить, скажем так, культурный слой, который люди формируют годами, сами того не осознавая. Собственно, эта фраза «культурный слой» и будет ключевой на том плакате, что я собираюсь сделать. Возвращаясь к граффити. Я пользуюсь паком кистей Graffiti Kit. В целом, кисти можно сделать самому, но тут куча всяких швабр, дрипок, кэпов и прочих терминов для шарящих, поэтому я пользуюсь им, ну и вам советую. После того, как все теги готовы, я их экспортирую как отдельные PNG-шки, собственно, как и стикеры. Они, кстати, сделаны с масками, чтобы в Substance было удобнее их обрезать, ну и использовать в целом, но об этом чуть попозже. Зайдя в Substance Painter, первое, что мы делаем, это, конечно же, офигеваем с того, что тут другие горячие клавиши. Для тех, кто в Substance не особо много был или вообще в первый раз, напоминаю, что Alt плюс левая кнопка мыши вращать камеру, Alt плюс колесо мыши двигать камеру, слева у нас текстуры, кисти и так далее, а справа слои и настройки материалов. Закидываю наши граффити как цвет и располагаю на UV развертке. Далее беру стандартные кисти и начинаю имитировать естественные потертости и грязь. Ну то есть, на кнопках будут отпечатки пальцев, на нижней полочке что-нибудь будет разлито, от дождя и смога корпус будет слегка грязный и в подтеках, угловые места будут в царапинах и потертостях. Ну и да, стикеры. Я их добавляю с помощью стороннего материала Sticker Creator. Помимо удобной настройки, тут еще много чего можно имитировать. Например, вот сделать эффект того, что кто-то наклейку пытался содрать. И там будет видно, что осталась какая-то бумажечка, клей и так далее. И их можно настраивать, насколько они видны.
и есть ли они вообще. Короче, прикольный материал, я решил, что он тут зайдет тут на ура. В качестве наклеек использовал либо логотипы любимых исполнителей, либо лейблов, или работу других креаторов, или просто прикольные картинки из интернетов. О, ну и про ссылочку, конечно, не забыл. Да, про Substance Painter я сказал немного, но в один ролик все и не уместишь, сами понимаете. Поэтому, если вам нужен ролик по тому, как работать в Substance, то пишите об этом в комментариях. После покраски экспортировал текстуры и снова зашел в Blender. Значит, чтобы нам разом закинуть все данные текстуры, мы можем зажать Ctrl-Shift-T и выбрать сразу все необходимые карты. Затем отдельно процедурными текстурами покрасил некоторые элементы. Чтобы это было возможно, проделал следующие операции. Выделил нужные полигоны зажатием Ctrl+ на нампаде. Далее в окне справа в материалах добавлял новый материал и применял его к выделенным полигонам. Таким образом, я как бы применял материал как бы к отдельному объекту. Экранчик немного переделал. Я сделал его лад-экраном. Добавил свой логотип. В целом при желании это дело можно и проанимировать. Если хотите знать, как такой экранчик сделать, можете заглянуть на мой бусти. Я там выкладываю топ-контент. Ну и в целом, если хотите поддержать мое творчество, можете подписаться. Буду признателен. Отлично, ребята. Мы на финишной прямой. Осталось расставить свет и эту будку зарендерить. Как PNG без фона. Сделать это просто. Во вкладке рендера, в фильм, жмем галочку на Transparent. В целом все готово, но я решил еще накинуть стиля и оформить данную работу как постер. В качестве фона использовал всякие винтажные шумы. Далее начал подбирать шрифты и эффекты для основной надписи. Вообще в Photoshop есть пара прикольных эффектов. Они находятся во вкладке фильтр, стилизация. Я лично использую ветер и диффузию. Текст тогда становится зашоренным и побитым, и это придает нужный мне эффект. Но вы, конечно, можете пользоваться и скачанными пресетами и кистями, такими как Trash Machine или Text Thrasher. Я ими тоже периодически пользуюсь. Далее я занимался композицией и расставлением всех элементов. Тут я все делал на глаз, но если наложить на финальную картинку сетку, то будет видно, что именно по методу сетки я все и выставлял. В плане цветокоррекции я ничего не трогал, поскольку цвета для элементов и текста я копировал с основного элемента через пипетку. Это на самом деле довольно хитрый и действенный метод, потому что промахнуться тут бывает довольно трудно, хотя иногда контраст стоит подкрутить. Часть из тех элементов, что я использовал, были скачаны, часть я сделал сам. Все, что можно было найти бесплатно, я вам закинул в телеграм-канал, можете себе там поискать нужное. Также я люблю поиграться с типами наложения, чтобы получить эффекты, например, негатива или проявления текстуры с нижних слоев на некоторых элементах. Таким образом создается эффект принта. Какие именно типы наложения вам стоит использовать, я подсказать не могу, потому что это дело ситуативное, но зачастую я пользуюсь такими как исключение, разница и мягкий свет. На этом все. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое, вдохновились, увидели, как вы можете ускорить свою работу и параллельно улучшить ее качество. Не забывайте участвовать в конкурсе и переходить в мой телеграм-канал за плюшками. Всех плотно обнял.